Невозможно усердно работать и просто так чего-то добиться. Как вы пришли к станку в 1500 тонн? Психанули. Как вы попали? То есть там тендер какой-то проходил? Не знаю, просто повезло. Производство — это в любом случае афера. Ну, как любой бизнес, да, он можно рассказывать красиво, можно рассказывать как есть. Это был такой наш первый провал. Тот, кто все знает, он уже лечится. Самый, конечно, прорыв был, когда мы подписались с компанией IKEA. Продали не то и Не то и не туда. не туда. Здравствуйте, друзья! Вы на канале «Пластмассовый енот». Канал от ТПА и не только. И сегодня у нас особенный выпуск, потому что мы в гостях у компании Бергмолд в Сергиевом Посаде. И сегодня мы поговорим даже не про тоннажность ТПА, не про систему охлаждения. Мы поговорим сегодня об истории компании. И подробнее узнаем, с чего начинали, какие были кризисы, какие были страхи и как пришли к устойчивому производству на сегодняшний день. Но прежде чем мы начнем, обязательно помните, что нужно поставить лайк этому видео, написать в комментариях темы для будущих роликов и, конечно же, если вы еще не подписаны, подписаться на наш канал. Поехали! Здравствуйте, Денис! Здравствуйте. Мы очень рады, что вы пригласили нас в гости. И мы хотим сегодня узнать, расскажите, потому что наш канал смотрят не только уже опытные производственники, но и новички. Поэтому расскажите, как вы начинали производство, с чего вообще пришла такая идея, как вы пришли к литью пластмасс и как вы пришли к контрактному производству тоже со временем. Возможно, кто-то, кто только планирует пройти этот путь в будущем, захочет услышать вашу историю, как все получилось. Захочет услышать и не вляпаться в это дело. Может быть. Здравствуйте, Елена. Очень рада, что вы к нам приехали. Мы Спасибо. так давно вас ждали, честно говоря. Да. Я могу сказать, что именно ваш канал вдохновил нас на создание своего, ну пусть и маленького, конечно, не такого прекрасного, как ваш. Но мы тоже стараемся рассказывать именно уже о реальной жизни производства. Угу. По истории компании, да, мы начинаем издали. С самого начала. С самого Какой начала. год был? Родился я в 1979. Хорошо. Какой год был основания Бергмолд? Давайте так, история нашей компании, она достаточно сложная и запутанная. То есть наша компания, именно как бизнес-идея, она родилась в рамках групп компаний. Угу. Была большая компания, она и сейчас есть, которая занимается продажей пластика, инженерных пластиков. И вот у акционера компании возникла идея создать пластиковое производство. Откуда она возникла? Да, что к этому Что к этому привело? Первая идея возникла продавать оборудование. Термопласт-автомат. Не только. Термопласт-автоматы, периферию, потом пришли к пресс-формам. Все это потихонечку росло. И в какой-то момент мы поняли, что надо бы уже сделать что-то свое. Угу. Честно говоря, купили мы 3 станка вначале. И думали, что 2, наверное, сразу продадим. А на одном будем что-нибудь делать. Но как-то так получилось, что были мы на выставке, на нашей замечательной интерпластике. И пришел к нам заказчик. И первое изделие мы делали. Как-то так резко все закрутилось и полетело. Первое изделие у нас было заходная гребенка для эскалаторов. Оно какого было масштаба? Она маленькая, вот такая гребеночка. Все ее видели. Когда эскалатор едет, на ступенечках такие желтенькие полосочки. Угу. Вот эти желтенькие полосочки мы и делали. Какой был тоннаж первого станка, на котором вы были? Так как мы не знали, как вообще что будет получаться, у нас первый станок был 150 тонн, 150 тонн и 350 тонн. Это была просто такая какая-то, ну не сказать, что спонтанная идея. Когда же оборудование продаешь, а еще и пресс-форма,
то люди спрашивают, а где я буду лить? Вы мне форму-то сделаете, а посоветуйте мне кого-нибудь. Но мы же станки тоже продаем. Ну, мы вроде к одному пошли, к другому пошли, к третьему пошли. Говорим, ребята, вот есть заказчик, надо лить. Но не все берут сторонних. Кто-то взял, да выгнал. То есть взял и отказались. Да, а к нам потом люди приходят, вы мне посоветовали такого плохого, а что мне дальше делать? И вот как-то, надо сделать, пусть будет. А какой это год был, скажите, Денис, чтобы нам понимать? Год. Это был 2010 год. 10-й. И вы, то есть В 2010 году была открыта компания как юридическое лицо. В 2011 году в феврале пришли первые станки. Угу. А гребенка когда появилась? А гребенка это как раз был февраль 2011 года. Мы, когда договаривались о литье гребенки, станки еще на таможне стояли. Но вы уже знали, что они вам подойдут по параметрам? Да, так-то да. Но просто немножечко было странно, если бы заказчик приехал сразу после выставки, у нас цех пустой был. Ну, как любой бизнес, да, он можно рассказывать красиво, можно рассказывать как есть. Нам лучше как есть, честно. Да, честно. Да, станков на тот момент, когда мы договаривались, их еще не было. Они были уже куплены, но они еще ехали. Мне кажется, это много таких моментов вообще бывает немножко с аферистичным Ну, как обычно, да, характером. гладко было на бумаге, да, там тут накладка, там накладка, тут у китайцев какой-то Новый год, как оказалось, да. 2 недели, да, почти месяц. Да, почти месяц там, да. Большой плюс у нас был в том, что коллектив, который начинал работать, в принципе, как и я в пластике, именно в наладке оборудования, с 98 года. Коллектив был, который точно так же, кто с 98 года, кто с 2000, то есть у всех уже опыт в литье был более 10 лет. То есть сказать, что мы такие новенькие и там, у нас все получилось, нет. Все-таки вы уже знали, Мы уже знали, как, что, какие станки, как запускать, какие литьевые параметры. Это новостью для нас уже не было. А какой марки были первые станки, помните? Конечно. Мы же представляли эту компанию на российском рынке. Это была тайванская компания Фучаншин, в простонародье FCS. Которых, в принципе, у вас сейчас до сих пор на производстве. Которые до сих пор у нас есть на производстве. Один из наших первых станков, то есть часть станков уже проданы, поменены на новые. А 2 станка из вот этих первых 3 до сих пор работают. Один уже в уголочке на покое, на перехватывающих позициях. Но он маленький, а мы же уходим все-таки в крупнотоннажное литье, поэтому он уже такой на подхвате. А 350-ка работает до сих пор. Вот вы ее видели тут не так давно, да? Да. Мы колонну на ней меняли. Вчера. Если вы еще не видели этот ролик, да, я думаю, что обязательно посмотрите. Вы вчера скажете, что это очень редкое явление на самом деле. Ну вот 16 лет станку, я думаю, это нормально за 16 лет поменять колонну. Да. Надо же что-то в нем поменять. Да? Хорошо. А форма для гребенки уже была у заказчика или вы ее тоже Да, делали? это была компания, они занимались и занимаются производством как раз комплектации полной для эскалаторов. Угу. Я не помню, почему они не помогли лить сами, потому что впоследствии они плили уже ее сами. Но на тот момент они разместили у нас заказ. То есть можно сказать, что таким образом вы и начали производство, и сразу пришли к контрактному литью. Да. А Мы изначально хотели делать контрактное литье, потому что изначально сам план был помочь нашим заказчикам, которым мы продаем пресс-формы, найти хорошую площадку для литья своих изделий у нас. Но в то же время в итоге вы как раз-таки, получается, сами ее и предоставили. То есть вы хотели сначала помогать искать, а пришли к тому, что вы сами стали этой площадкой для размещения. Ну, это и была бизнес-идея. Именно что контрактная? Да. То есть это была бизнес-идея. Если есть запрос у наших покупателей, пресс-форм, на размещение, зачем нам бегать и кого-то искать, если мы можем сами стать такой площадкой? Конечно, говорю, даже несмотря на то, что у нас какой-то опыт был, как он достаточно богатый, все-таки 10 лет оборудования, это приличный опыт. Сталкивались мы и с тем, что надо было сырье купить. Мы поставщиков не особо еще знали. Мы же привезли первое сырье для этой желтой гребенки, так называемой.
а оно стало пузыриться и стало зеленым. Это был такой наш первый провал, когда заказчик стоит у ворот, ждет изделия, да, а у нас из шнека выливается что-то непонятно что, хотя вроде бы на мешке написано это то, что нужно. Решили вопрос, да. У нас это сырье потом лежало еще, наверное, лет 5. Как напоминание такое. Да? Не забывайте проверять, да? Входной контроль сырья проводить. Вот. И потом у нас постепенно пошли заказчики, мы заключили контракт потом с одним из крупнейших производителей мебели. Потом у нас потребовались более тяжелые формы лить. Пришлось купить 600-тонный станок. И постепенно все начало расти. Но самый, конечно, прорыв был, когда мы подписались с компанией IKEA. На мебель. Там много у нас много что было позиций, на IKEA. Да. Мы подписались с компанией IKEA. Очень долго мы шли, чтобы соответствовать всем их требованиям. Там же свой аудит. Это было прям интересная работа, но тяжелая. Надо отдать им должное. У ребят все систематизировано от и до. А как вы вообще, допустим, вот если смотрит нас человек, да, который даже не представляет, как выходить на такие крупные сети, тем более IKEA — это вообще международная компания, да, всемирная. Как вы попали? То есть там тендер какой-то проходил? Не знаю, просто повезло. Да. Вы где-то в одном магазине случайно или на парковке с директором российского филиала столкнулись? Там получилось так, то есть как в любом бизнесе, тут нельзя сказать, что у меня есть бизнес-стратегия, она успешна везде. Да нет такого. Там сложилось ряд факторов. Первый. У них поменялись в IKEA команды. Угу. Потому что кого-то как-то заметили на откатах, команды поменялись, команды новые. Командам новым, соответственно, часть поставщиков отвалилась, надо кого-то найти новых. А у нас в одной из команд, как раз пластиковой, был знакомый закупщик. И мы его знали не как закупщика IKEA, а как менеджера по снабжению из предыдущей компании, с которой мы работали по поставкам сырья. И вот так. Он обмолвился, что... Никак, не знаю, как он обмолвился. Не, мы писали в IKEA все время. Мы писали всем кучу вот этих писем, рассылок. И нас позвали на встречу, и мы его увидели, и узнали друг друга. Ну и все, и как-то отношения уже получше сложились. Но все равно, как бы, и аудит был, и проверка была, и у них есть оценка поставщика. Если ты определенный процент не набрал, тебя вообще никто никак даже рассматривать не будет. Ну, все-таки доля удачи какая-то есть. Доля удачи, да. И еще какой плюс, им надо было срочно перевести формы от одной компании, которая переставала с ними работать в силу ряда причин. И у вас был А у нас такой станок был. И нам эту форму кинули, ну и вроде как и пошло. Все опять самым лучшим образом, все везде Как-то сложилось говорю, в пазл. в любом бизнесе, да, в любом деле, это какое-то стечение обстоятельств, которое помогает. Невозможно усердно работать и просто так чего-то добиться, удачи все равно. Хорошо, а если вот поговорить о кризисах, то есть они же тоже у всех случаются, у кого-то в большей степени, меньше, кто-то видит в кризисах, наоборот, время возможностей, новых достижений, кто-то уходит, как говорится, в минуса или банкротится. 2014 год, если возьмем сначала, как у вас прошел? Не помните? Уже до 2014 года дошли. Давайте с IKEA начнем. Так, а IKEA в каком? 12-м? IKEA, наверное, была в 2012 году, да. И там все пошло достаточно активно. У IKEA есть один большой плюс. У них, как я уже сказал, системность прямо отточена очень четко. И они, когда тебе дают план на изделие, ты видишь, сколько ты их должен сделать в год. Угу. С разбивкой по месяцам. И по месяцам не факт, что вы точно попадете, но плюс-минус в год у вас такое количество будет. И можно планировать. Для производства это очень важно.
когда ты можешь планировать свою системную работу. И не сказать, что в Икее какие-то бешеные заработки были, их там практически нет. В Икее-то. Они же везде выдавят все. Мгм. Все четко, все понимают, все прозрачно, все цены и калькуляции открытые. Тут невозможно в Икею прийти, как у нас есть, допустим, условная цифра там на сегодня, скажем, что минута литья там 150-тонного станка стоит там 100 рублей. Цифра для примера, не пугайтесь. Да. Вот. И нельзя сказать, а у нас тоже 100, как по рынку. Икея скажет, а почему 100? Дайте нам раскладку полную, что туда включено, как это все сделано. Поэтому с Икеей там с кондачка не получалось, но они дают возможность за счет объема стабильных заказов расширять свое производство, расширять свои производственные мощности и брать другие заказы. Ну, то есть, когда пришла Икея, у вас потом все равно появлялись еще другие клиенты. Конечно. Параллельно вы могли уже позволить себе. Мы пытались зайти в автопром. Мы зашли в автопром. Мы работали с компанией Magna Kaluga. Мы участвовали в ряде проектов по изготовлению запчастей на конвейер. Потихоньку обрастали вот этим всем, то, что есть сейчас. Так мы дожили до кризиса 2014 года. Кризис 2014 года, в принципе, если в целом было тяжело, да, но мы его более-менее спокойно прошли. А сколько машин было на тот момент? Хороший вопрос. Уже больше 10 точно было. Больше 10. Мы как-то достаточно быстро до десятки доросли. Угу. Потому что Икея, когда давала заказ, у нас даже один из заказов был там всем известная тоненькая вот эта вешалка. Только на тонкой вешалке у нас работало 3 станка. Без остановки 24/7. 3 дубликата, получается, одного изделия. Да. А как пришли к тому, что вот, допустим, 350 и 600, и как вы пришли к станку в 1500 тонн? Психанули. Да? А не купить бы нам? Вот как приходит это Слушайте, решение? был заказчик, я уже не помню кто. Ему нужен был именно такой станок. Там объема как такового большого не было, но запросы у нас все равно на этот станок были. То есть востребованность была. Так как срок изготовления такого станка он достаточно долгий, плюс монтаж, плюс все эти вопросы, которые могут вылиться и в год. Угу. Коль запросы есть, тем более у нашего ключевого заказчика, окей, тоже есть потребность, надо было покупать. Производство это вечное, да, как это. У нас один из заказчиков, он все время к нам приезжал, улыбался, говорил, у верблюда 2 горба, потому что жизнь борьба. Вот он работал в торговле, и там немножечко полегче, чем в производстве. Здесь же это все время какая-то у нас какой-то движ, все время что-то происходит. В 2017 году мы с Икеей разошлись. В силу ряда причин, причины уточнять я не буду, так получилось. Так сложилось исторически. Так сложилось исторически, да. А у нас Икея это была, грубо говоря, 60% заказов. Выручки. Выручки. Вот. И мы прям просели конкретно. В 2018 году акционер, вот наш, получается, главный группы компаний, решил бизнес продать. Угу. У нас нашелся новый акционер, неожиданно. И так мы вышли из группы компаний в 2018 году. То есть это тоже как такой второй этап, второе рождение? Это была, да, новейшая история компании. Было очень тяжело, очень тяжело. Ну ничего. 2018 год была вот эта дележка, разделение бизнеса, переход коллектива, кто туда, кто где остался. 2018 год был очень тяжелый. В 2019 году мы начали поднимать чуть-чуть нос выше плинтуса. Вроде все восстановили, заказы пошли, давайте вперед. И в 2020 году пришел ковид. Да. Вначале все смеялись, вроде ничего такого страшного, да, а потом уже по Подмосковью у нас пошли запреты на перемещение. Начали закрываться площадки, изоляция, все. И нас спасло
одно изделие, которое было включено в список самых необходимых изделий, то есть товаров первой необходимости. Жизненно. Да, Что это было? это была ручка для детской бутылочки для кормления. Как и детское питание, соответственно. Как и детское питание. И вот в связи с этой ручкой, дай бог ей здоровья этой ручки. А как заказчик вас нашел? То есть они сами на вас вышли? А мы до этого уже с ними достаточно давно вот работали. Это была компания «Мир детства». Угу. Мы делали для них и колпачки, и ручечки. Ну, все, что связано с этим пластиком. С кормлением. Для деток, да. То есть вы... Ну, естественно, что все же знают, что почему-то в ковид работал Леруа Мерлен, который тогда еще был Леруа Мерленом. Там, может, тоже есть? Они работали, да, они работали. Необходимость. А у нас был заказчик, которому надо было грузить в Леруа Мерлен. У него никто планы по поставкам не скидывал. А у него часть компаний закрылись, просто закрылись, потому что ковид. А мы работаем, и мы начали прям им делать и делать. То есть, грубо говоря, через изделия ручки для бутылочек вы вышли еще на тех заказчиков, Мы не то что вышли, мы уже с ними работали, только заказы давались на несколько компаний. А теперь когда те компании закрылись, то есть весь объем заказов пошел к нам. И это нас спасло. Это снова, да, доля удачи. Но опять же, если бы вы плохо работали, вы бы до этого с ними не работали. Да, если бы у нас не было детской бутылочки, то тоже, может быть, и ничего не было. И надо отдать должное. Государство сказало, что надо сохранить людей, и мы дадим компаниям кредит. Он рассчитывался, его сумма рассчитывалась исходя из фото. Фото? Производство? Фонд оплаты труда. Фонда. Соответственно, по банкам была разнарядка. Дай бог здоровья банку нашему любимому. Ну, рекламу давать вот не будем. Она позвонила нам, вот управляющая, сказала: вы проходите, давайте документы. И нам дали денег. А так как мы в 2018 году, у нас были тяжелые времена, вот этот вот переходный период, и коллектив мы уже соптимизировали так, как нужно. Угу. Мы в 2020 году уже ничего вот и не трогали. И мы сохранили весь коллектив и кредит списали. Банк? Государство. Государство. То есть нам дали денег, есть отчетная точка, сколько коллектива у вас осталось в процентах, осталось как положено, кредит 0. И это тоже нас спасло. То есть вот два фактора, которые нас выручили в ковид. Про коллектив. Вот, допустим, до 2018 года, да, вы говорили, что уже многие сотрудники, кто пришел, в принципе, на момент основания компании, уже имели более 10 лет опыт в литье. Да. И до 2018 года, то есть у вас был какой-то костяк, да, он пополнялся сотрудниками, или это, в принципе, вот как вы начинали, вы практически большей частью так и продолжаете работать до сих пор? Поменялось. Поменялось Все все. поменялось. И в процессе 2018 Проблемы года тоже. и до 2018 года, и в процессе 2018 года. Когда компания растет, всегда есть проблема роста. Кто-то с кем-то не сошелся во мнении. Конечно, когда ты начинаешь, у всех задор, Угу. все вместе. Энтузиазм, да. Когда ты выходишь на какую-то системную работу, всегда все меняется. А как вы удерживаете, допустим, если вот технолог, да, у вас сильный, вы как мотивируете? Только финансово или все-таки есть, например, у кадров? Все должно сложиться в одну кучу. И финансово, и отношения человеческие. Просто финансово-то человека не удержать. Угу. Ну, то есть у каждого своя мотивация, вы стараетесь, чтобы человеку ее, скажем так... Гибкая очень позиция, да. А финансово сейчас в производстве вообще тяжело. Ну так, прямо скажем. Когда вы поняли, что вы сами можете производить изделия, то есть не только сторонние? Хороший вопрос. Вопрос отличный. Пережили мы ковид. 21 год мы начали набирать обороты. Ковид кончился, все отлично. Приходит 22-й. Еще одна точка невозврата. Еще одна точка, да, которая перевернула все, особенно в
промышленности, и у нас весь бизнес был построен на том, что у нас заказчиков опять, после ухода Икеи, у нас опять остались иностранные заказчики. Их достаточно много. И они опять у нас больше 60%. Но они опять же, то есть сами выходили на вас, или вы с ними уже до этого сотрудничали? Сотрудничали, потихонечку начинали, развивались. Понимаете, когда ты уже входишь в этот пул, кто работает с иностранными заказчиками, у них же у всех аудиты. Угу. А когда ты говоришь, что у нас пройден аудит этой компании, этой, ну, им это важно. Так и как вы пришли к собственному изделию? Возвращаемся к поставленному вопросу. Да? 22 год всем понятен. У нас в течение 22 года начали отваливаться наши иностранные заказчики. Угу. 1, 2, 3. Мы дораспродаем какие-то остатки, как-то расходимся. Слава богу, со всеми мы разошлись очень хорошо. Именно в финансовом плане. То есть все четко обсудили, четко обо всем договорились. То есть, как скажем, мосты никто не пожигал. То есть, если что, как бы по мере Ну, вдруг возвращения- чего, да, мы всегда готовы, общение нормальное. А у нас один из видов бизнеса был, мы грузили на Леруа Мерлен польскую продукцию. То есть мы ее производили, мы же ее и грузили. Мгм. Соответственно, еще 2 российских заказчика у нас было, которые точно так же грузились на Леруа Мерлен. А Леруа Мерлен обязана делать аудит производственных площадок. Они обязаны это делать. Аудитор к нам приезжает 3 раза в год от 3 компаний. То есть его нанимает Леруа Мерлен. Они говорят, так, мы сегодня проверяем компанию, допустим, там, Василек. Они едут в компанию Василек, говорят, а где у вас производится пластик? Они говорят, в компании Бергмолд. Он поехал к нам. Следующая у него компания Ромашка. А где вы производите пластик? В компании Бергмолд. Он опять к нам. Когда он приехал к нам 3-й раз, говорит, слушайте, я устал к вам ездить 3 раза в год. Давайте как-то я попытаюсь все это в одну поездку объединить. Поэтому Леруа нас знали хорошо. И в 23-м году они на нас сами вышли. То есть это опять же стечение обстоятельств, которое они привело к тому, что они уже пришли к вам позвонили напрямую. нам, сказали, что ребята, давайте сделаем конференцию. А тем более тогда это стало модно после ковида, все по этому Zoom общаются. Нам поставили они задачу, что у нас есть вот такой вид продукции, такой вид продукции, такой вид продукции, что готовы взять. У вас все аудиты пройдены, мы вас знаем, вы знаем, как делаете, что готовы взять делать. Ну, мы то, что можем, взяли. Это было кашпо наше замечательное. Ну, до сих пор оно есть? или И нет? до сих пор оно есть, и до сих пор мы поставки делаем. Вот так оно и началось. Мы его видели сегодня. Да, а потом ты начинаешь уже общаться, говорить, да, ты же уже с ними как общаешься не как производитель, а как поставщик уже товара какого-то. А что у вас еще есть? Что вы еще можете? А нам бы еще вот это. Но дальше только ваш талант переговоров и как язык подвешен. И поехали дальше. А садовая мебель, она тоже для них? Или Оттуда же пошла. оттуда же? Ноги растут оттуда. Ну, то есть они еще плюс ко всему и дали вам идею. То есть какой-то товар Они дали востребован, свою который- потребность. Да. потребность. Мы-то по большому счету технологи. Мы сделать можем практически все. Мгм. А как продавцы мы, ну извините, такие совсем прям еще на начальном уровне. А не было желания уйти больше в продажи? Все-таки производство меньше маржинально, да, если... Вообще там все очень. Конечно, очень хочется в продаже. Очень хочется. А куда теперь от производства деться? У тебя тут лизинг, тут кредит от того, тут это, вот как это все. Надо теперь вот Все работать. допроизводить и допродавать. Хотя, видите, последнее время я уже вот знаю ряд компаний, которые в 26-м году закрылись производственные. Ну, потому что тяжело. Производить тяжело. Если, допустим, вы бы могли дать себе совет в прошлое, вот когда вы только открывались, да, 2011 год, что бы вы сказали? Ничего На бы не тот момент. сказал. Ничего бы Так не бы сказал, поменял. идем вперед. Идем вперед. Знаете, тут
Нет какой-то, как у нас это, давайте посчитаем бизнес-модель. Мы же не кофейню открываем. Нет, ну у многих есть такой подход, что без просчетов там, Просчет финансовой можно модели они даже сделать, не да. возьмутся, в принципе. Ну вот поэтому у нас производство и не развивается. То есть надо все-таки вот с этим Оно вот, ну, невозможно такая афера. просчитать. Производство это в любом случае афера. Ну, в 90% случаев. Но люди влазят в производство, входят, да, особенно те, которые вот новенькие, ничего не понимают в этом плане. Что-то посчитали там на бумажке, прикинули, а потом будут на камеру рассказывать, какой он успешный. Да они прогорают через год. Ну, опять же, как вы думаете, почему, Денис? Потому что они не разбираются Потому в что тонкостях литья, материалов. Тут в станков. любом производстве есть свои тонкости. Знаете, как говорят, я купил станки, неважно, литье, еще что-то. Я нанял людей, и теперь у меня все пойдет. Да у вас только все начинается, приключения. Потому что окажется, что дядя Вася, он бухает каждые 3 месяца. И у вас вроде планы пошли, а он куда-то пропал. И у него это норма. У станка контроллер не так настроен вообще. Что-то или контроллер не переведен, да, до так, конца. тут наладчик не туда кнопку нажал и пресс-форму долбанул. Вы же все это знаете, но это всегда, это везде. Это нормальная жизнь производства. Вы пока выстроите свой коллектив, у вас года 3-4 пройдет. А как вы думаете, должен владелец производства разбираться в тонкостях литья? Или ему надо все-таки нанимать профессионалов? Это все на откуп ему дается. Все зависит от размера бизнеса. Если ваш основной бизнес, то, конечно, должен. Если это как доп какой-то, ну, к чему-то, да, ради бога, профессионала наняли и занимайтесь. Даже если там что-то отвалится, это ветка бизнеса. Она же не погубит все в целом. Разбираться во всем, как говорил мой первый учитель, мой первый начальник, да, тот, кто все знает, он уже лечится. Разбираться во всем невозможно, но в основном своем деле, вот самое топовое, конечно, надо очень хорошо разбираться. Какой бы вы совет могли дать, вот, допустим, начинающим, если человек, вот он задумался, да, например, или, может быть, у него в голове есть какое-то изделие. Что, как вы считаете, ему проще сделать все-таки сразу взять форму и станок или сначала на контрактное литье договориться? Я еще раз скажу, что это мое личное мнение. Мы спрашиваем. Только личное, да, чтобы не осуждали, не говорили, а вот он сказал так, а мы думаем вот так. Я вот думаю, мое мнение. Если у вас есть идея, и вы понимаете, что это изделие будет продаваться, и вам нужно его запустить в работу, делаете пресс-формы в той компании, в которой потом будете лить, и лейте себе тихо, спокойно. И занимайтесь продажей своего изделия, доработкой этого изделия, улучшением его. А когда у вас уже денег стало столько, что не знаете, куда деть, и вдруг решили поиграть в производство, берите 5 станков. Потому что если вы купите меньше 5, и загрузки у вас на них нет, это у вас участок будет чисто дотационный, 100%. А сейчас как вы ищете заказчиков? Или опять же уже сейчас все, они сами к вам Самая приходят? лучшая поисковая система — это сарафанное радио. Рекомендации. Это вот всегда было и всегда будет. Ну так и как в остальном, как у всех. Выставки, хотя они сейчас работают все меньше и меньше. Интернет, сайт. А как еще? У нас же вся молодежь, их же не заставишь приехать куда-то. Они все вот, я нашел на сайте, я написал, я уточнил. А уже ТЗ такие приходят, и ну, ты иногда там же без слез ты и не взглянешь. Спрашиваешь, а что вы хотите? Они сами не знают, что хотят. Нам женщина одна звонила, ругалась на нас. Почему? У нее буква с магазина упала пластиковая. Говорит, я знаю, вы можете сделать, не сделайте букву. Мы же по ним одну. Мы же и пытаемся объяснить. Нет, я хочу, вот у вас написано все литьем, высокое качество, не литьем. Правда, что вам жалко, что ли, Денис? Могли бы Не, ну, сделать в итоге, одну. ну смотрите, ну как не то, что заказчик всегда прав, я против этой фразы, да.
Тут в любом случае у кого-то есть потребность, у кого-то есть возможность, да, они должны сойтись. Ладно, хорошо, женщина так хочет. Мы ей посчитали примерно стоимость пресс-формы, стоимость изготовления одной буквы, дали коммерческое. Денис, мы видели в одном из ваших роликов, что у вас есть патент на производство несъемной опалубки для пенобетона. Расскажите, пожалуйста, как вы пришли вообще к этой идее такого изделия? Тяжело ли было этот патент получить? Как долго получали? Вы знаете, подробно про этот вопрос я вам не расскажу. Расскажите Объясню вкратце. почему. Расскажу вкратце, да. Патент у нас не на компанию, а разработчиком и изобретателем этой всей идеи является наш главный акционер. Мгм. Он эту идею уже вынашивал и проектировал уже много лет, более 20 лет. Поэтому как бы эта идея просто вместе с ним пришла на наше производство. Суть в чем? Есть несущая конструкция из пластика. Не знаю, как вам его в этом кадре показать. Будем пробовать показать? Конечно. Давайте Давайте. попробуем показать. Чашечки уберем. То есть рамка, есть перемычка. Как конструктор Лего, все собирается. Вот так вот. Все защелкивается. Здесь ставится вторая рамка, перемычки. Мгм. И получается несущая конструкция для стены. Ставится съемная опалубка и заливается пенобетон. Опалубку сняли, и у вас получается вот из этих кубиков внутри пенобетон, готовая стена. В чем плюс? В чем плюс технологии? Во-первых, для пенобетона не надо быть специалистом в кладке. Для пенобетона вам нет необходимости покупать блоки или кирпич, заказывать машину, все это везти, разгружать. То есть вы привезли бетон, вы привезли пенообразователь, взяли в аренду пенообразующий станок Мгм. и заливаете. А собрать пластиковые кубики, извините, мы с детства это делаем. Да? То есть это, во-первых, ускоряет процесс, удешевляет его, Ускоряет, а удешевляет. по прочности А по прочности бетон у нас один из самых прочных. Да. ну вот, то есть это не меняет И качество. плюс в чем, после снятия опалубки вам не нужно уже утеплять ваши стены. Мгм. Уже толщина, то есть рамок есть для южных регионов, там для наших, для центральных и северных, да, она, видите, она шире. Покажите нам. То есть все уже просчитано для того, чтобы никакого утепления не было. А это нам дает что? Самый важный плюс, который сейчас все пытаются найти, это пожаробезопасность. Мгм. Когда начинаются пожары, что у нас горит? У нас горит утеплитель. Он что-то и выделяет, когда горит, и задымление бешеное. Тут этого нет. То есть еще и... Это огромный плюс, который, да, мы пытаемся уже много-много лет людям рассказать и показать, и внедрить эту технологию, да. Но, видимо, может быть, что-то мы не так делаем. Продавцы же из нас, ну, такие себе, да. То есть мы сейчас можем сделать небольшую рекламу, да, для тех, кто собирается строить дом. То есть это для частных или квартирных тоже? До 3 этажей можно строить, да. У нас даже вот наше помещение, которое мы делали в цехе для мастеров, для начальника производства, но сделано по такой же технологии. Есть свои в ней минусы. Ну, естественно, нельзя говорить, что там только одни плюсы. Там минусы в том, что при минусовых температурах пенобетон так быстро уже не застывает. То есть это лучше поработать в теплое время года. Ну, в принципе, у нас вся Как и стройка вся стройка, каменная, да, да, весна она по идет осень, да. в теплое время года. Поэтому если вы собираетесь строить дом, и вы не могли никак определиться, как он будет сделан, на основе чего, пожалуйста, есть прекрасный вариант у Бергмолда. А если вы еще и строите дома сами, у вас компания по постройке, приезжайте, покажем, расскажем, возможно, с этого
по такой технологии вам удастся и строить больше, и зарабатывать И больше. зарабатывать больше. И все будут вообще счастливы. И еще такой вопрос, Денис. Какие планы на будущее? Или, опять же, вы не думаете, то есть как идет и О, как нет, ну мы планы складывается? это строим, Строитесь? да, конечно. У нас есть... 2000-й станок, 3000-й. Ой, нет, таких планов нет, только под потребность, только под необходимость, но делать, там, скажем, 2000-й, 3000-й или что-то таких планов нет. У нас главный план это выжить и развить продажи своей продукции. Вот главный план. Как-то у нас есть план, и мы по нему идем, да? Мы его придерживаемся. У вас была какая-то тактика с самого начала, вы ее придерживались? С самого начала у меня была какая-то тактика, и я ее придерживался. Потому что для нас продажи это новое, как я уже говорил. Нам это все безумно интересно. Там тонкостей столько же, а то и больше, чем в производстве. Есть И- куда расти, к чему стремиться. О, да. Мы уже столько ошибок наделали. Мы же специалисты. Мы же в продажах уже так вляпались, что теперь вот учимся дальше. А как что-то вы продали меньше, чем произвели? Сильно? Продали не то Не и то и не туда. не туда. Продавайте туда. На этой позитивной ноте, да, пожелаем успеха всем производителям, Да, пожелаем всем выжить, хороших продаж, хороших объемов производства, стабильного производства. стабильного производства и стабильного сбыта или растущего Ладно, даже встретиться сбыта. всем живыми в 27 году на Интерпластике. А, теперь называется РУ-пластик. Да, уже много лет. Чтобы все компании выдержали и только росли. От новых открытий, новых изделий и А главное, что у нас сегодня через весь ролик прошло? Удачи. удачи. Да. Да. Удачи, успехов, силы, терпения. И пусть в эти нелегкие времена как раз найдется заказчик или так сложатся обстоятельства, что ваше производство как раз будет находить точки роста, а не ощущать этот кризис. Поэтому мы желаем всем держитесь, Позитивчика, да. позитивчика. Да. Позитивчика. Спасибо большое. Это был канал «Пластмассовый енот», Берг Молд, специально для вас. И, конечно же, знаете, что профессионалами не рождаются. Денис. Профессионалами становятся. Всем удачи. До Пока. новых встреч. Пока.